Ну что, друзья, повитаем сегодня в облаках? Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много полезной, важной и нужной информации для себя. Знаете, если абстрагироваться от того, что облака – это взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара, то ними можно любоваться бесконечно. Кто из нас в детстве не замирал в восхищении, провожая взглядом плавно летящее облако, похожее на слона или кораблик? Мне как-то даже попалось облако в форме вопросительного знака. Прошло больше 20 лет, а память до сих пор хранит эту невероятную картинку. На синем, чистом во все стороны небе, как в школьной тетрадке, стоит белый, совершенно четкий и каллиграфически выписанный знак вопроса. Также тысячелетия тому назад вглядывались в синеву неба наши древние предки. Без крыльев, а летит, без ног, а бежит. Так описывали облака в старинной славянской загадке. Быстро проносящиеся облака представлялись им то ковром-самолетом, то крылатым конем, то невиданной птицей или даже драконом. Так рождались легенды и сказки. В мифах Древней Греции облаками управляла богиня Нефела, которая, подобно облаку, могла принимать любой образ. Ну а в библейских сказаниях в облаке является своим ученикам и пророком Всевышний. Тибетские тексты упоминают облако вселенского закона, дающее миру благодать и живую влагу дождя. А вот сербы верили, что внутри каждой тучи или облачка живет бык или корова, поэтому иногда можно услышать доносящееся оттуда мычание. А вот в Китае облака являются древним символом счастья. Не правда ли перекликаются с нашей поговоркой про то, кто витает в облаках? В представлении почти всех народов мира облака являлись символом духовного развития и совершенства. Философы Востока говорили: мудрый человек с утра наблюдает формы облаков и так выправляет себя. В старину из наблюдения за облаками складывались многочисленные народные приметы. Увидеть красные облака к дождю. А если на закате облака сядут вслед за солнцем, следует ожидать сильных ветров. Приобщиться к возвышенной мудрости небес можно и с помощью обряда заклички. Если в стародавние времена облако и тучи закликали по необходимости, для того, чтобы, например, не погиб урожай, и мы могли себе позволить вызвать симпатичное пушистое облачко исключительно для собственного удовольствия. Когда-то для того, чтобы пошел долгожданный дождь, женщины собирались вместе и пахали плугом реку, исполняя ритуальные танцы и песнопения. Чего не сделаешь, чтобы спасти посевы от засухи. А вот наш обряд заклички, друзья, совсем иной. Он легкий, как сами облака. Чтобы сотворить его, нужно находиться на небольшом возвышении. Подойдет здесь и невысокий холм в поле за городом, крыша сарая или даже балкон многоквартирного дома. В полдень, оказавшись на возвышении, встаньте ровно, подняв раскинутые руки к небу и, глядя вверх, произнесите трижды нараспев следующие слова: «Сад облаков, да на синь без берегов». Обязательное условие: на вас не должно быть ни одного металлического предмета. И вскоре вы заметите, как чистое до этого небо покрывается белыми пушистыми облаками. Почти таким же образом закликают и снежную тучу, а с этим заклинанием связана очень забавная история. Наверное, далеко не все знают, что текст древнеславянской заклички напечатан в некоторых сборниках детских загадок. А вот он: «Как по небу с севера плыла лебедь серая, плыла лебедь сытая, вниз кидала, сыпала на поля озерушки, белый пух да перышки».
Так что, друзья, не удивляйтесь, если, прочитав совершенно обычную книжечку, ваша дочка-первоклассница вдруг вызовет в снегопад. И вы знаете, все мы часть великого замысла матушки природы. Поэтому стоит жить в гармонии с окружающим нас миром и самим собой. И это обязательно, отрывая взгляд от земли. И почаще, пожалуйста, наблюдайте за облаками. Наблюдайте за тем, что вас окружает, даже если вы живете в большом городе-миллионнике. Ну а мы вам всем желаем быть благополучными, быть счастливыми. Пусть все в вашей жизни будет прекрасно. Вы достойны этого. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк, и мы обязательно с вами услышимся уже в следующем видео.